Итак, криптоэнтузиастики, ну что у нас на данный момент? У нас заседание ФРС. Заседание ФРС. Давайте посмотрим, какая у нас будет историческая волатильность на биткоине. Зачастую, когда у нас происходит заседание ФРС, выступает Пауэлл, у нас идет движение на самом битке. И что-то там он пытается сделать, этот биточек. Что он там пытается? Зеленую палку дылдаку он нам пытается нарисовать. В принципе, вот так вот. Что у нас по поводу ставки? Давайте-ка мы посмотрим. 1 мая. Все, у нас здесь никаких точек больше нету. Давайте-ка мы, допустим, неделька, да? Вот, неделька. Вот у нас декабрь, неделька. Все. Биток пытается что-то тут нам нарисовать. Ничего так интересного нету. Что у нас по поводу сообщений? Давайте мы посмотрим. Биток, ты просто огонь. Конечно же, огонище. Конечно же, огонище. Я тут еще готовлю некоторый контент. Смотрю то, что... Я все комментарии читаю, вы не волнуйтесь. Это у нас тут с камеры, они себе пишут. Ну, я с ними боролся, удалял. Невозможно их побороть, короче, туда-сюда. Так, контент. По поводу контента. 396 просмотров. Ну что это такое? Почему здесь нету просмотров? У меня зачастую было здесь 700, 800, 1000, 1500 просмотров. Давайте на просмотры. Вот я, короче, закинул видос прикольный. По поводу Чернобыля. Рекомендации поймали, поперло. Тут какие авторские права? Ну что, блин, эти авторские права? Откуда они берутся, эти авторские? Я не знаю. Ну, короче. Нужно этот видос скачать себе и отредактировать. Дурдом. Так, скачано. Теперь это все мы удалим. Кедрони бабушки. Удалить навсегда. Да, я понимаю. Все, удалили. Так, я, короче, поработал с этим шортсом. И здесь у нас, короче говоря, есть некая реакция. Мы видим 6219 просмотров. Зачастую мои шорты набирали тут 1500, там 800, короче говоря, 800. Закинул, я подготовил еще несколько шортсов интересных. И, конечно же, я дождусь, как только у нас здесь закончится продвигаться этого шортса, я запущу следующий шортс. Вот. Дальше, видео. Ну, что-то у нас тут маловато. Где комментарии, где реакции? Мазафакина, блин. Вы ж тут, я ж сам сижу в этой гребаной криптоскамершей бирже, никуда не ухожу, ожидаем, короче говоря, туда-сюда. А вы не хотите поставить лайки, комментарии. Нам нужно шикарный вид. Шикарный вид, ребятки, шикарный вид. Где тут у нас 1500 просмотров? Смотрите, с 22 мая нету вообще просмотров. Что это такое? Что это такое? Это нужно все исправлять. Это нужно все исправлять. У меня зачастую вот было как? Мантра, оп, 2000 просмотров. Альтсезон будет 1000 просмотров. Вот, 1100 просмотров. И это шикарный вид. Это просто шикарный вид. 1300, 1000 просмотров. 1000, 1800, 1200. Это было у нас в марте. Постоянно, смотрите, набирало по 1500 просмотров. Сейчас что-то откатывает, я не знаю, это нужно все исправить. Все в ваших руках. Я для вас стараюсь, просто включили видос себе, там даже громкость скинули, пускай себе удерживается. И это будет шикарный просто вид. 18 июня у нас нет просмотров, что такое? Комментарии нужно обязательно написать, лайки поставить. Поделиться этим видео с своими друзьями, лудоманами, хомяками, блин, а там всякими крипторакетами, криптоскаметронами. С всеми нужно поделиться. И все у нас будет хорошо. Итак, здесь небольшая волатильность. Но это что-то... Что это вообще такое, блин? Что это такое? Я не могу понять, что это за волатильность. Пауль, ты вообще, короче, припух. Что это за волатильность при выступлении Пауля? Я помню 22 год, выступление Пауля. Вот это был движ на заседании ФРС. Вот это был движ. Вот я вам сейчас покажу. Вот это был движ. Я сейчас покажу, откуда готовилось нападение на биток. Смотрите, вот было заседание в сентябре месяце. Вот здесь был движ, я понимаю. Вот это была ракета. Смотрите, вот это была ракета. Заседание ФРС.
Биток, смотрите, на 12%. Просто вот так. Фу, и улетел. Что здесь за движение какое-то миллиметровое на графике? Пауль, ты что там вообще? Очкарик, давай уже. Я, конечно же, не хочу его выступление включать, потому как мне баны поприлетают там всякие, потом придется с ними бороться. Это какой-то вообще, блин, высер, какашка, блин, мухи. Нам нужна какашка огромная, слона, чтобы здесь как ляпнуло, вот так вот, чтобы мы улетели сразу на 115 тысяч долларов. Пробили вот эту вот всю структуру, сломали и ушли сюда вот. Без слома этой структуры мы просто, ну, как вот этот вот сценарий, да, отскок дохлой кошки и падаем. Все, отскок дохлой кошки и падаем. Мы даже, ну, мы просто реально отрисовали отскок дохлой кошки. Одно, я надеюсь, то, что у нас, в принципе, что будет? То, что у нас хэш-риббонс не облажается, и будет to the moon, а его нету. Где выступление, Пауль, давай, заседание, понижай ставку или еще что-то тут, короче, или на паузе ее оставляй. Вот, 16 июня, да. Или эту ставку оставляй на паузе. 1 июня, тут у нас... Делай какое-то смягчение, давайте. Ну, я особо, конечно же, не привязываюсь к ставке, я уже неоднократно высказывался. Но мы видим, тренд ставки уже поменялся, смотрите. Оп, красный индикатор на ставку тоже влияет. Как ни крути, они на паузе держат ставку буквально, вот смотрите, с 1 декабря 2024 года. Они просто нас имеют полным ходом. Это нехорошо. Итак, ну что, мы стоим. В принципе, никаких особо движений здесь у нас нету. Посмотрим. Там все-таки у нас Пауль, он не сразу выступает. Он выступает через определенное какое-то время, там через полчасика, может это будет где-то без 10-10. В принципе, вот так вот. Что у нас дальше по самим криптоактивам? Альткоины сильно, конечно же, скорректировались, ну просто умирают. Минус 23%. Ну это просто шок. Это, ну просто шок. Total 3, давайте посмотрим. Total 3. Total 3. Что у нас по альткоинам? Присутствует нисходящий тренд. Мы так и продолжаем двигаться в нисходящем этом канале. Если даже вот посмотрим на недельке, у нас все здесь выглядит вот так вот. Никаких намеков даже на разворот пока что нету. Вот. Но здесь вот у нас тренд вроде бы как уже зеленый поменялся, но все равно здесь видно уже загибание на коррекцию. Это на недельке. Давайте посмотрим на дневке. Аналогичная ситуация. Все клюет просто-напросто вниз. Нету никакого намека на разворот. Но особо не будем переживать. У нас здесь видно, что идут уже повышающиеся максимумы. Правда, ну, минимумы, мы здесь обновляем минимум 5 июня у нас пошел на обновку. В принципе, вот так вот капитализация альткоинов, ну, выглядит не очень хорошо, но если глобально посмотреть, присутствует бычий флаг. Вот аналогичный, как было у нас летом, да. Сколько они здесь затянут это все дело, будут они тянуть до августа или нет, мы пока еще не знаем. В принципе, вот так. Альткоинам сильно, конечно же, поплохело. Что у нас по поводу WhiteBit хочу посмотреть, что у нас там WhiteBit творит. ВБТ 49. Ну, в принципе, нормально. Держимся. Тут 1% с половиной было движение. DOT, шмот, Пепе у нас было, открыло 0. Опять вернулась обратно. Аптос что-то не особо, конечно же, он так... Золото у нас идет на свой перехай. Дальше. Эфириум 490. 400, это вообще просто ни о чем. Просто ни о чем. Да, просто ни о чем. Ну, здесь движений пока нет. Будем ожидать. Так, ну что, у нас Пауль выступает. Параллельно я включил его выступление.
Трендит он. Биток начинает волатильность. Ну, это просто капец. Ну, это вообще... Биток стоит, Пауль не выступает. Пауль выступает, биток начинает двигаться. Это говорит о том, что этот рынок очень манипулятивный. Очень просто манипулятивный. И тут без риска money management, даже риск money management вам ничего не даст. Ну, посмотрим. Нам нужно увидеть реакцию ФРС и понизят ли они ставку или нет, или оставят на паузе, или будут делать какое-то смягчение. Итак, ставка у нас пока на месте. Лонги по эфириуму закрыты. Закрыты на недельке, если мы посмотрим, то у нас лонги полностью практически закрыты. И это говорит нам о том, что не время сейчас, конечно же, к высокорисковым активам, такие как альткоины. Биток, да, растет, там держится, но альта все, в принципе. Можно сказать, что альт-сезон можно обратно похоронить. Разве что будет какой-то небольшой разворот, опять будут набирать они эти лонги. И здесь на недельке видно, они набирали очень длительный период времени. Сманипулировали они, конечно же, жестко. Укатали все это дело, лонги закрыли и альту не двинули. Эфириум на 2 икса и все. Но есть еще у нас лонги относительно доллара. На эфириуме относительно доллара у нас лонги присутствуют. Они даже тут практически не двигались. Они открыты. Буквально с июля 2024 года их набрали чуть-чуть. Все. Закрытия здесь нету. Я думаю, что если здесь тоже закроют полностью лонги, то можно полностью попрощаться с всем движением на крипторынке. Также лонги по биткоину. Смотрим, у нас лонги по биткоину практически тоже закрыты. Как будет расти биток на 150 тысяч долларов, на 160 без этих лонгов, я не знаю. Разве что на недельке у нас... вот так вот все это дело выглядит. Мы пробили вот эту вот трендовую линию. Будем опускаться вниз. И как раз вниз этого канала такого вот глобального. И как раз у нас будет запас хода битка на 150-160 тысяч долларов. В это очень мало верится. Не знаю, это должно произойти какое-то чудо на этом рынке, чтобы это все у нас росло. Будем надеяться, что чудо произойдет. При коронадампе тоже у нас было чудо-юдо, рыба-кит. Вот если взять коронадамп, у нас тоже здесь июнь 20, смотрим, март 20, мы были в нижней части канала. И дальше мы просто вывалились с этого канала и росли. Здесь аналогичная ситуация может быть. Может у нас будет здесь боковик, мы этого не знаем. Посмотрим, понаблюдаем. Итак, выступление Пауля. Давайте, конечно же, посмотрим это гребаное выступление. Я не буду его именно включать, чтобы мне не прилетело, не прилетел бан. Потом прокомментируем. Так, Пауль у нас ничего такого интересного не сказал. Реакции рынка особо огромной нету. Такой реакции может и не быть. Мы просто-напросто можем даже постоять несколько дней, и может какая-то будет движение. Хотя бы, чтобы был бы рост. Ой, боже. Без роста будет очень плохо. Коррекцию, конечно же, тоже не исключаем. Вообще никакой реакции нету. Тут что-то у нас там... посмотрим. Выступление еще продолжается. Я думаю, какая у нас может быть загогулина на рынке. Мы можем пойти снести шортистов. Вот сюда вот примерно. Потом же резко опуститься, снести лонгистов и вернуться сюда и вот так вот чуть-чуть выше выйти. Можно, в принципе, вот так вот было бы сходить. Посмотрим, понаблюдаем. У Пауля спрашивает, почему затормозился цикл понижения по поводу ставки. Потому как здесь действительно у нас есть торможение уже на протяжении 6 лет. Сейчас послушаем, что он скажет. Короче, Пауль говорит, мы видим высокие темпы по инфляции, и мы, короче говоря, затормозили ожидание снижения ставки. Так что вот так вот. Они видят то, что у них инфляция, в принципе, полностью не поборена. По всей видимости, они, наверное, ставку поставят на паузу, опять будет это все морочиться, мурыжиться туда-сюда, без всяких особо изменений.
Итак, в принципе, что? Ну, пока мы стояли на паузе, я слушал Пауля, у нас, в принципе, здесь было небольшое движение вниз. Ну, на 103 400 мы сходили. Лонгистов просто-напросто отбрили и все. Особо ничего интересного пока. Смотрим дальше выступление Пауля. Так, ну что, в принципе, Паул нас заднюю не дает. Он говорит, что, в принципе, ставку они не готовы понижать. Но он говорит, что следующий глава ФРС будет там расхлебывать все это дело. Он все-таки готовится к сдаче поста. И так, в принципе, доминация биткоина у нас буквально в 16:00 обновила локальный хай. Мы пошли на локальный хай, но перехай мы еще не пробили. Это 65,5%. Ой, спать уже хочу, задолбался этого Пауля смотреть. И трендит уже 1,5 часа, блин. Просто надоел. И что у нас по поводу... Так, Dow Jones, DXY. О, давайте посмотрим DXY. Давненько мы не рассматривали DXY. Что он у нас тут говорит? А он нам говорит о том, что, ну, на дневке что? Ну, зеленая. Вчера, в принципе, у нас... А, это неделька. Вот так вот. На дневке у нас... Ну, было обновление только 12 июня. Все, в принципе, DXY здесь уже закрепляется. Можно сказать, что DXY цели поставил. Ну, было бы неплохо увидеть 96 пунктов. Посмотрим, понаблюдаем. Что у нас по Dow Jones? Ну, практически восстановился до слива февральского. Здесь еще осталось буквально, ну, сколько тут? 4,5%. Это немного. Выглядит это все у нас на недельке вот так вот. На недельке выглядит все просто шикарно. Был сигнал на покупку. В принципе, интересный индикатор. Даже шикарно реагирует на фонду. Так. US 100 индекс у нас, ну, полностью поглотил пролив. Все, он поглотил этот пролив. Так что здесь волноваться не стоит. Я думаю, что у нас здесь все поглотилось. Индекс волатильности у нас показывает то, что волатильность на минимуме. Была максимальная 7 апреля. И вот в августе 2024 года. В принципе, это у нас тарифы Трампа отметились в истории индекса волатильности. Также апрель 2020 год и март. Вот, ну, в принципе, у нас коронадамп, да. Трамп приходит на рынки и устраивает такую вот себе волатильность. Здесь была волатильность у нас огромная, 80 пунктов. Здесь у нас доходило до 60 пунктов волатильность. Ну, Трамп устраивает постоянно такие трешамбы. Самая максимальная волатильность это было в 2008 году, когда у нас было, конечно же, ну, всемирно известный кризис. Ну, мы потом подошли к коронадамп, февраль 2020 год, да, ну, то же самое. И вот здесь вот Трамп просто не отступает в апреле 2025 года. В принципе, вот так вот. Очень шикарно хитрожопый Трампушка. Также давайте посмотрим S&P 500. Это у нас топ-500 компаний. Ну, в принципе, что? Тоже практически полностью есть поглощение. Осталось здесь у нас чуть-чуть, буквально 1,5%. Рынок откупили. Опять же, у нас по S&P 500 бычка продолжается полным ходом. Здесь была небольшая локальная медвежка с 2021 года по 2023 год. Многие блогеры-инфлюенсеры, я помню 22 год, это была осень, все тогда вещали. Это было примерно вот здесь, вот все вещали и говорили, что все, S&P 500, ему придет крах, и мы будем просто-напросто падать вот так вот сюда. Улетать куда-то там на 1000 пунктов. Многие тогда вещали там, и Пифагор тоже. Кому интересно, можете полопатить видео в ютубе. Ну, не срослось, конечно же, и S&P 500 устроил огромнейшую бычку. Если мы, допустим, уберем этот индикатор, мы можем посмотреть то, что S&P 500 у нас берет свое еще начало с 1800 года.
И здесь у нас была бычка июнь 29 год, потом была депрессия сильнейшая. И вот так вот у нас S&P 500 рос. Здесь у нас в 1974 году тоже была медвежка огромная. Ну и в принципе вот так вот S&P 500 просто вырос. В 2000-е годы тоже была медвежка до 2012 года. И потом просто S&P 500 просто-напросто попер. Ну а здесь говорили то, что мы шлепнемся. Ну не так глубоко, конечно же. Ну хотя бы будем падать на 1800-2000 пунктов. Вот сюда вот. Ну не тут-то было. S&P 500 всех переиграл и пошел просто-напросто вверх. Даже вот трамповский пролив Трамп дал закупиться всем со скидочками. А здесь скидки у нас были ни много ни мало 20%. Притом на S&P 500 это просто шикарно. Потому как если выждать хотя бы там 27-28 год, вот у нас движение S&P 500, да, на 20% вот так вот мы поставим. Здесь 20% будет. А если мы возьмем, допустим, с текущих и сюда, то у нас будет 50%. А для фонды это очень просто-напросто вкусные цены. Ну что, выступление Трампа, у нас особо ничего здесь не меняется. Посмотрим дальше, что он там будет рассказывать. Итак, ну что, подведем итоги. У нас ФРС оставляет ставку несменной. И в принципе что? Ну, вот сейчас мы здесь перезагрузим. Поменялось здесь что-то или не поменялось? Так, 1 июня. 1 июня. Да, ну ставка у нас в принципе не поменялась. Осталась на том самом месте. Все. Краткую выжимку из разговоров Пауля я, короче говоря, закинул телеграм-канал, там интересно очень почитать. Кому интересно, телега есть в описании под видео. Запрыгивайте в телегу, там все оперативненько мы быстро рассуждаем. Иногда рассматриваем некоторые альткоины, ситуацию по рынку. Можно, конечно же, еще поныть даже. Итак, ну что, рынок у нас никак не отреагировал, но ставка у нас была невменяемая, несменяемая, оставалась на месте. Но нужно не забывать то, что с декабря 2024 года биток у нас показывал интересные движения. И здесь, в принципе, что мы видим? А с декабря мы видим вот такое вот движение вниз-вверх. И когда ставка была на паузе, то биток неплохо, конечно же, все это дело показывал. То, что у нас все шикарно росло здесь. Посмотрим, как у нас дальше будет. Ну, здесь нужно нам хотя бы пару дней для того, чтобы рынок все это дело переварил. Вот что. Особо паниковать не будем. Будем надеяться на зону поддержки 96 тысяч долларов по биткоину, потому как у нас здесь максимальные объемы, и само собой хэш-риббон сработал. В принципе, вот так вот. Ну что, мы рассмотрели все. Ставка у нас на месте осталась. Капитализация альткоинов формирует такой вот бычий флаг. Похожая ситуация, как было летом 2024 года. Мурыжат они, конечно же, очень сильно. Уже просто немножко надоело. Лонги по эфиру у нас закрыты практически полностью. Но здесь осталось чуть-чуть. Разве что будет пробитие трендовой линии вот этой вот черной. И мы будем падать вниз. Как это вот по лонгам по биткоину. Вот, в принципе. Лонги по битку у нас тоже прикрыты. По всей видимости, будет у нас рынок стагнировать. Летом, особенно вот эти вот 2-3 месяца. При том, то, что у нас хэш-риббонс показывал сигнал. И он показывал, что прошлым летом у нас была стагнация по биткоину на протяжении 110 дней. Вот. Что ж такое у меня с этим компьютером? Нужно уже что-то опять, наверное, памяти ему тут достаточно. 64 гига. Что он еще хочет? Если мы посмотрим на недельке, ну, хэш-риббонс, нужно мне здесь его вот так вот подключить. Это все дело. Опять же мы повторимся. То у нас, в принципе, мы видим то, что вот здесь вот был сигнал и была стагнация до движения. У нас прошло, смотрите, сколько прошло, 110 дней. 110 дней прошло, и только потом мы увидели движение. Аналогичная ситуация может быть и здесь. Если с текущих это у нас 16, ну, 110 дней мы можем отмерить, это примерно будет, ну, смотрите, сентябрь,
октябрь, ну, это, конечно же, октябрь далеко, но вот сентябрь, наверное, могут они здесь стагнировать. Будем, в принципе, наблюдать. Мурыжат они, конечно же, сильно. А пока что они будут мурыжить, мы будем заниматься другими интересными делами. Дальше. Лонги по эфиру относительно доллара есть. Никуда не закрывались. И домка у нас на своих исторических хаях. Ну, тут осталось буквально чуть-чуть. Индексы у нас выросли, мы их рассмотрели. В принципе, вот так вот. Ну, все. Биток держится. Посмотрим, устоит ли он. Нам нужен движ по битку. И, в принципе, что? Альткоины у нас на дневке. Ну, тут чуть-чуть на часе они что-то выросли. На дневке у нас они просто так. Кстати, нужно не забывать то, что у нас ставка осталась неизменная. И альта может посыпаться. Лонги по эфиру закрыты. Альта просто может в пух и прах завтра полететь еще на минус 20-30%. И многие, конечно же, ждуны альт-сезона просто-напросто у них будут трещать анальные кольца, анальные пробочки. В принципе, вот так вот. Ну, вот так жесткое такое высказывание. Ну, я, в принципе, мне как-то по барабану. Ну, есть рост, да. Нету. Ну, нету, таки нету. Ну, что сделаешь? Хотелось бы, конечно, увидеть какой-то движ, чтобы была раскачка на 2 икса. Вот даже некоторые альткоины, которые я покупал там в апреле, ну, 30-40, некоторые пофиксировал 2 икса, некоторые там 30-40 движения дают. Сделки, сетапы я в основном даю в закрытом телеграм-канале. Кому интересно, есть все ссылки, есть в описании под видео. Запрыгай телегу и будем общаться. В принципе, вот так вот. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Всем желаю хорошего дня, потому как у нас сейчас максимальный день. Лето, тепло. Нужно, конечно же, позитив, чтобы у вас был позитив. И всегда улыбайтесь, все у нас будет хорошо. Всем пока, до связи и мирного неба.